И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Агилар, и сегодня будет мини-гайдик по режиму скотобойня для новичков. Но перед началом данного видеоролика я хочу, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал. Также пишите свои комментарии. А мы начинаем. Поехали! В первой части я давал недостоверную информацию, но в этой части я расскажу более подробно, скажу, что к чему, что для чего нужно и так далее. Первая часть получилась довольно сырая. Я дал недостоверную информацию в большей степени, но поиграв немного, я изучил все эти аспекты и готов вам сделать гайдик. Начнем мы со спавна. На данном спавне нам представлено 4 гида с локациями. И как вы видите, это первый гид с 0 по 9 уровень локаций. У меня сейчас на данный момент 9 уровень, как вы можете видеть на экране. Нулевая локация — это коровки, первая локация — пауки, вторая локация — это чешуйницы, скелеты и так далее. Ну, вы все можете увидеть здесь. Картинки соответствуют мобам. Также, если вы прожмете английскую клавишу К, вы сможете увидеть вот этот список. Это зоны мобов. И здесь вы можете посмотреть, что с кого падает и какой моб на какой локации находится. И следующий гид — это катакомбы с 10 по 30 уровень локаций. Как вы видите, 10 локация 10 уровень, 15 локация 15 уровень, соответственно, 18 локация 18 уровень. Но локация 19 это с 19 по 22 уровень. Соответственно, 28 локация с 28 по 30 уровень. Следующий гид глубины пещер с 30 по 60 уровень. Локация 30 33, локация 57 60. Также вы можете увидеть здесь, что подписывает зона ПВП, то есть тут можно ПВПхаться, и если вас убьют, вы потеряете ресурсы, которые там нафармили. Вы не потеряете лишь броню, оружие и определенные предметы, а остальное, весь лут, что вы выпьете, вы все это потеряете. Также ниже написано время телепортации, это 56 секунд, то есть через 56 секунд вы сможете нажать на английскую клавишу Y, и вы отправитесь на эту локацию, заплатив 58 миллионов баксов. Это тоже видно ниже на экране. Следующая локация у нас это новые локации с 60 по 70 уровень. Новые локации. Как вы видите, это тоже зона PvP, уровень 60-62. Время телепортации гораздо ниже, цена за вход гораздо дороже. 88 лямов. Локация 68 это зона PvP, уровень 68-70, время телепортации 1 минута 8 секунд. Цена за вход 512 миллионов. Это вообще большие бабки, но для такого уровня, скорее всего, это копейки. Я точно не знаю, у меня всего лишь 9 уровень. Также есть на спавне гайд. Он не работает вообще, я не знаю, зачем он здесь нужен. Далее у нас идет Battle Pass. Battle Pass я особо не хочу выполнять, потому что здесь задания некоторые сложные, и желания их выполнять особо у меня нету. Награды такие скудные здесь. Но если был бы премиум пакет, то Battle Pass гораздо было бы интереснее выполнять. Это точно. И также на спавне есть мусорное ведро, где вы можете выкинуть лишний ненужный хлам. Ну, к примеру, вот так вот. Все. У вас это исчезло. Мусорка спасает. Мутагены у вас не выпадают. Вот зельки, к примеру, вы купите, еду там, зельки. Это все у вас потеряется. А мотыга, кстати, не потеряется, она тоже с вами останется. Оружие останется, броня останется. Остальное все исчезнет. Также рядом со спавном у нас есть мусорный бак, лавочка и сундучок, где вы будете хранить свои вещи. Как вы можете видеть на экране, у меня есть нагрудник доспех падшего. При нажатии на Ctrl снизу вы можете увидеть. Нажимаете и видите, с какого уровня доступен данный предмет. Также и с оружием. Также вы увидите здесь все его характеристики. Также у меня тут пыль эволюции. Она нужна для эволюции предметов, к примеру, как тесак проклятого некроманта. У меня фул эволюция на тесаке. И, соответственно, у меня повышенный более урон по мертвым. И также слегка немного повышена прочность. Также обрывки книг имеются. Мифические осколки я не знаю, нужно их фармить или нет. В принципе, я думаю их продать, потому что я не нашел им особого применения. Гибель пауков полезная вещь. Обрывки урона очень полезная вещь, но я случайно, напродавал их определенное количество. Так бы у меня стак был бы их. Небесная кара я обменял их на 2 сета брони, у меня было полстака. Сейчас у меня, как видите, осталось 8. Я еще до этого успел пофармить и нафармил на 2 книжки.
Потом вложу пыль удачи, а пыль удачи, она повышает шанс для книги. И, соответственно, эта книга будет иметь более лучший шанс для улучшения данного предмета. К примеру, книга будет шансом успеха на 70%. 30% это неудачи. Соответственно, если мы добавим пыль удачи с шансом наложения на 5%, она станет 75%. То есть шанс, то, что книга улетит просто так, будет намного меньше, на целых 5%. Пыль удачи можно накладывать даже несколько раз на одну книгу. Ну, до 100%. Спокойно можно накладывать до 100% пыль удачи. Чтобы вообще с шансов 100% вы смогли спокойно улучшить данный предмет. Также вы можете видеть 64 ключа от обычного ящика. И в конце серии мы откроем их все. 64 ключа. Я их фармил, ну, достаточное время. И все для вас. А мы двигаемся дальше. Поехали. Как вы только заспавнились на спавне, вы можете пройти прямо. Кстати, дважды нажав на пробел, вы делаете, ну, большой прыжок. Нажав клавишу G английскую, ну или G, русская P. Вокруг вас образуется эта волна. Она дает в 2 раза меньше урона от обычного оружия. Справа от спавна вы можете увидеть магазин и мифического торговца. Мифический торговец, он продает вещи за мифические осколки, но они не особо интересные, и поэтому мифические осколки вы можете проще продать и заработаете на этом хоть копеечку, и будет гораздо больше толку от этого. И крафт книг. К примеру, прочность 1, она делает прочность для вашего оружия или брони, возможно. Про броню точно не знаю. Но на примере оружия я скажу, что могу сказать. Как вы видите, у меня 396 прочности. Если я добавлю прочность 1 на свой предмет, у него, к примеру, станет 1000 прочности. То есть 1000 раз и можно будет ударить. Книга урон. Она повышает обычный урон. Против обычных мобов это будет очень полезно. Вот у меня сейчас здесь всего обычный урон 5. Но не рекомендую тесак проклятого некроманта использовать как, ну, для обычного урона. Есть гораздо более лучшие варианты. Книга защита, она накладывается на броню и добавляет дополнительную защиту. Книга улучшения гибель пауков, очень полезная вещь для локаций. Она дает +2 с книжки. Собирайте обрывок книги пауков X10, преобразуйте ее здесь у мифического торговца в книгу и, соответственно, накладывайте на свое оружие. Далее идет небесная кара, это урон по мертвым. Тот же самый процесс с данной книги, как и с остальными в целом. Далее идет книга улучшения прочность 2. Это еще намного лучше. Она, получается, должна быть, соответственно, лучше, раз она прочность 2. Но я про нее особо не могу сказать, так как у нее индекс 2 стоит. А про нее мне не особо известно. Также есть книга улучшения огонь. Но ей я не пользуюсь, но она поджигает игроков, ну, значит, соответственно, полезно будет в PvP. Книга добычи 1. С мобов падает больше лута. В принципе, тоже очень хорошая книжка. Если вам удастся, конечно, ее заполучить. Это крайне непросто, как и книгу прочности, тоже крайне непросто ее заполучить. Ну и огонь тоже тяжело. И дальше идут книжки, похожие вот на книгу улучшения урон, к примеру. Книга улучшения урон 2. Их накладывают после того, когда вы не можете больше накладывать обычную книжку, у вас появился лимит, все, он закончился, и вам теперь предстоит делать книги второго уровня, чтобы дальше прокачивать свое оружие на определенный баф, который вы здесь выберете. Поехали дальше. Магазин. Здесь вы можете продать лут с мобов с 0 по 9 левел, с 10 и более уровня. Лут с глубин пещер вы сможете продать. И еда и зелья. Здесь советую покупать жареную рыбу. Если денег у вас не хватает, покупайте картошку. Она тоже достаточно много сытости восстанавливает. Ну, а если вы очень богатый человек, вы можете позволить себе волшебное яблочко. Оно восстанавливает немного сытость, но дает определенные бафы. Также у нас здесь представлены зелья исцеления, зелья скорости, зелье огнестойкости, зелье регенерации и молоко, чтобы сбрасывать все эффекты. Я обычно покупаю на данный момент зелье скорости и зелье исцеления. Ну и также беру рыбку. А курочка у меня выпала из сундучка. Поехали дальше. С левой стороны от спавна вы можете видеть кузнеца. Он чинит предметы. Рекомендую вот эту кнопочку. Она чинит сразу все. И броню, и оружие. Далее идет ковка брони. Здесь вы крафтите свою броню из осколков. Осколки вы видите ниже. Нажмете Ctrl, и вы увидите, с какого она уровня. А далее идет оружейник. Оружейник, вы с помощью него можете скрафтить себе оружие. Что для крафта необходимо, вы можете увидеть ниже. К
примеру, тут нужно золотое сердце визора, скелета X5 и рукоятка X1. И требуемый уровень 18. И так далее, соответственно. С ковкой брони точно так же. Нужно осколок брони торговца и уровень 4. Вот осколок брони выступает в качестве крафта для этой брони. И вы сможете скрафтить ее прямо здесь, нажав просто на нее. Далее вы можете видеть мастер эволюции. Тесак проклятого некроманта 5. Я не смогу больше эволюционировать, соответственно, сюда я тоже не смогу в это меню зайти, потому что эволюция у меня здесь максимальная. Но тесак проклятого воина я смогу эволюционировать всего лишь за 32 простой пыли эволюции и 8 редкой пыли. Если вы нажмете подтвердить, у вас станет эволюция 1. Возможность улучшения острота. Данный предмет можно эволюционировать. Далее у нас идет магистр. Если вы нажмете правую кнопку мыши на него, вы сможете преобразовать свое оружие, нажав подтвердить, в 4 магической пыли. В зависимости от редкости оружия вы получите простую, редкую и даже легендарную пыль. Далее у нас идет пробуждение. Что это такое, я, честно, не знаю. Ну, тогда идем дальше. Это зона PvP, темный путь. Локация нулевая, соответственно, вы телепортируетесь сюда бесплатно и PvP-хаетесь. Выпадает там лут или нет, я не могу знать. Поехали дальше. Также у спавна вы можете увидеть рейтинг игроков. Рейтинг игроков суммируется за счет престижа. Допустим, у кого больше престиж, тот и выше по топу. Также рядом с ним находится перерождение. Чтобы переродиться, нужен уровень 12. Я еще не перерождался и не пробовал. И не знаю, буду ли я перерождаться в целом. Далее. Здесь есть редкие ящики. Ключи от редкого ящика можно добыть с 10 плюс Локи. И можно выбить как мифрилу, секиру, так и хорошие маски, которые добавляют очень хорошую защиту от монстров. Ну и книжки, пыль, бустер виталити, книги и так далее. Далее идет легендарный ящик. Здесь тоже есть маски, оружие, бустеры, книжки, осколки и так далее. И также обычный ящик. Сегодня мы его как раз таки откроем 64 раза. Данный лут вы можете видеть здесь. Также в прошлой части я вам говорил про бустер виталити. И я говорю, чем меньше эта полоска, тем больше опыта вы получаете. На самом деле все наоборот. Чем больше этой синей полоски, тем вы больше будете получать опыта. Соответственно, тут есть сечения, их всего здесь 5. Они влияют на ваш опыт. Сейчас у меня бустер виталити полностью заполнен. Или точнее будет ее назвать просто виталити. Сейчас она заполнена, и, соответственно, я буду получать максимальное количество опыта на любой локации, исходя того, что эта полоска заполнена. Но если она опустится за первую полоску, я опыта буду уже получать гораздо ниже. Соответственно, на вторую и так далее еще меньше и меньше опыта. Она восстанавливается довольно быстро, вы можете просто постоять на спавне, и она восстановится. Также рекомендую фармить гибель пауков, ключи, в первой локации с помощью меча гибели пауков. Также вам рекомендую локацию 3. Почему я рекомендую вам первую и третью локацию? Потому что в первой локации у вас будет гибель пауков, вы сможете шотать пауков с одного удара. И третью локацию вы сможете спустя 3 эволюции и одной книги. Или вроде бы 2 эволюции и одной книги. Вы сможете тоже здесь шотать просто скелетов и быстро фармить себе осколки небесной кары и ключи аналогично. Остальные локации с ними гораздо сложнее, но у них есть определенный лут, и вы его можете посмотреть, как я уже говорил, нажав клавишу К английскую или же L русскую. Вот здесь вы сможете посмотреть лут. К примеру, локация 3. Вы здесь можете выбить шапку, штаны, вот это все. Рекомендую обменять это все у магистра на обычную пыль, чем ее продавать. Также вы можете со скелетов выбить тесак, проклятого воина и некроманта. Если он вам не нужен, то вы, соответственно, его также конвертируете в пыль. Соответственно, с остальными мобами также, и вы это можете тоже посмотреть. Идем далее на ферму. Она находится уже справа от спавна. Сейчас я вам покажу свою ферму, как я ее сумел немножечко развить. Переходим на данную локацию, и вы видите, у меня здесь уже все заросло. Я здесь полностью все обработал мотыгой. Пшеница у меня полностью пшеница 2 уже. Это все остальное картошка 1, морковка 1 и свекла тоже 1.
Также на ферме представлен у нас торговец и странник. У торговца вы купите семена, купите мотыгу, рекомендую алмазную, чтобы полностью спахать весь огород и засадить весь участок семенами. Также предметы: стол исследования и молекулярная лаборатория. Вы можете поставить их вот здесь, к примеру, так же, как я все сделал. Свеклу я сделал 5, а остальное всего по 3 я сделал в ширину. Далее у нас есть вот этот столик. Сюда вы ложите свое семечко, к примеру, пшеницы, и затем вы ложите мутаген. Вот основной мутаген, с него вы начнете, к примеру, с воздуха. А далее, допустим, мутаген солнца. Вы нажимаете «Исследовать». Если у вас не спрогрессировало, здесь вы не можете здесь добавить следующий мутаген, соответственно, нужно подбирать уже следующий, нажимать кнопку «Исследовать». Мутагены, соответственно, тратятся. Как вы дойдете до конца, у вас появится в молекулярной лаборатории семечко. Семена пшеницы 2. Время роста 30 минут. Соответственно, семена пшеницы 1. Время роста составляет 15 минут. Данные ингредиенты вы можете увидеть у себя на экране, какие у вас будут, и вам нужно необходимое их количество, чтобы просто нажать на него и заполучить в инвентарь. Соответственно, также работает и со свеклой, морковкой, и картошкой, ну и так далее. И у нас есть странник. И в конце этапа нам нужен странник, чтобы крафтить ядра книги. Соответственно, как вы только скрафтили ядро книги, вы сможете скрафтить, допустим, книгу Небесной Кары 2. Также вы можете прыгать на своем огороде, здесь ничего не исчезнет, и вода здесь не нужна. Поехали дальше. И сейчас мы находимся на спавне. И я вам сейчас немного расскажу про команды данного режима. Введя команду аукцион, вы сможете здесь купить определенный лут. К примеру, может чаю. Покупаем за 1 000 000, подтвердить. Он у нас в инвентаре, игрок получил 1 миллион. Но если мы напишем команду sell 1, ну они ничего не стоят, их никто не покупает. Я просто купил для вас, чтобы вам показать. Все. Лот добавлен за $1. Прописываем снова команду и мы попадаем снова на аукцион. Заходим на склад. И видим здесь наши усы. Как их только купят, мы нажимаем на левую кнопку мыши и забираем деньги. А сейчас мы можем просто его забрать. Но я его просто выкину, он не нужен. Далее, следующая команда спавн. Если вы находитесь на ферме или на любой какой-либо локации, вы можете ее прописать и откажетесь на спавне. Все. Также рекомендую команду Axel прописывать, к примеру, на миллиарды. Допустим, вы выбили осколок небесной кары, и это зона ПВП. Вы просто прожимаете эту быструю команду, и он оказывается у вас слот в аукционе. И при случае того, что если вас убьют, вы не потеряете данный предмет, так как он будет на аукционе. Это небольшая такая вам шпаргалочка. Далее, что я могу вам еще сказать? По оружию. К примеру, по мертвым рекомендуют оружие, ну, тесак проклятого некроманта, рубитель мертвецов. А выше, соответственно, катана, секира, которые очень сложно заполучить. Но если вы их заполучите, вы, допустим, одну катану сделали для урона по мертвым, вторую катану для обычного урона, третью катану для урона по игрокам, ну и так далее, или с любым другим мощным оружием, которое очень трудно заполучить. Идем дальше. Для пауков я рекомендую гибель пауков оружие. Вот оно. Но у нее очень мало прочности, всего лишь... Ну, сейчас мы посмотрим. Всего лишь 180. И если на нее, соответственно, наверное, наложить книжку прочность, хотя навряд ли это стоит делать. Да, это плохая будет идея. Мне кажется, будет лучше косу смерти заполучить и ее уже сделать на урон по паукам. Альтернативный вариант просто быстрого фарма. Это будет намного быстрее, чем вы будете пытаться выбить себе катану, секиру или так далее. Их очень трудно заполучить, и если они появятся на аукционе, они будут стоить очень дорого. Также вы можете поинтересоваться у чата, что для чего нужно, что лучше сделать, кого убивать, так далее. Вам в чате все это объяснят. Также мою статистику вы можете увидеть здесь. Также после вайпа уже прошло 3 дня, то есть сегодня 4-й день после вайпа на сервере. Первая часть плоскодобойни вышла на 2-й день после вайпа. На 1-й день вайпа я не успел его сделать и выложить. Также на аукционе я вам рекомендую выбирать категорию для более быстрого поиска.
Вкладка остальная предлагает нам осколки брони, а также для крафта определенные ресурсы и мифические осколки. Также вы можете здесь сортировать от большего к меньшему, от меньшего к большему. И сортировку по цене и по дате добавления. Заходим обратно в категорию и выбираем маски. Маски очень полезная вещь. Вот на них можете деньги не жалеть и покупать. Нажимаете Ctrl, смотрите на ваш уровень и покупаете маски, и вам совсем не нужен будет шлем здесь. А позже вы ее сможете просто эволюционировать. Так же, как и с оружием и броней. Соответственно, на ней уже будет более высокая защита от монстров. Защита от игроков — это отдельная тема, я не знаю, здесь она есть или нету, но урон по игрокам здесь точно есть. Это накладываются книги. Также я вам рекомендую прописать здесь помимо команды Axel, допустим, миллиард, команду Spawn. В случае того, если на вас нападут, вы просто будете убегать, и если вам повезет, по истечению 5 секунд вы выйдете из PvP и просто нажмете на стрелочку вверх и автоматически и нажмете Enter. После чего вы окажетесь сразу на спавне. Но у меня сейчас на данный момент последнее сообщение был аукцион. И на этом все. И перед завершением второй части по скотобойне я открою 64 ключа ради вас. Поехали! Как это долго и очень интересно, если честно. А чё, в инвентаре нет места. Еще 2 ключа даже осталось. Сейчас мы быстренько почистим. Так, выкинем сразу ненужное. И откроем еще пару сундучков. Все, вот мы и закончили наш лутбокс. В инвентаре, как вы можете увидеть в чате, вот что мне выпало. За 64 ключа. И это, в принципе, неплохо. 14 НК и 10 урона. Также пыль, гибель пауков, защита. В принципе, отличный результат. И у меня оказался еще один ключ в сундуке, и мы его сейчас тоже откроем. Вот ролик и подходит к завершению, и я надеюсь, вам понравится данный гайд по скотобойне, и он вам очень сильно поможет. Если я что-то не сказал, если что-то вам непонятно было, пишите, задавайте вопросы, я на них отвечу. Или заходите на сам режим и спрашивайте в чате, и вам обязательно ответят. А с вами был Агилар. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всем удачи, всем пока. Спасибо за просмотр. Также небольшое отступление. Тазика с нами не будет в связи с тем, что он уехал учиться, и у него нет доступа к компьютеру. На этом все.